На президентских выборах США 2020 года кандидатами была потрачена совместная сумма в 11 миллиардов долларов. Это самая большая сумма в истории, которая была потрачена на предвыборную гонку кандидатами. К примеру, в 2016 году эта сумма составила всего 6 миллиардов долларов, что тоже немало. Но как обстоят дела в других странах и откуда политики по всему миру берут деньги на предвыборную гонку, а также имеет ли это отношение к демократии? Понятие демократии в различных странах мира стало очень расплывчатым. Лимит на получение пожертвований кандидатами в президенты от страны к стране может отличаться колоссально. Например, в США лимит на пожертвования от физического лица максимально может достигать $3300, если речь идет о президентских выборах, и 41 тысячи долларов, если речь идет о финансировании партии. При этом предела на количество получаемых денег на предвыборную кампанию не существует. Во Франции лимит на пожертвования исключительно физическим лицом достигает 4600 евро на президентские выборы и 7500 евро на партию, а лимит в 16,5 миллионов евро на всю предвыборную кампанию определен законом. Но самый интересный показатель оказался в Украине. Кандидат на парламентские выборы может получить до 45 тысяч долларов от физического лица и до 100 тысяч долларов от юридического. При этом мне не удалось найти, сколько имеет право получить пожертвовать кандидат в президенты Украины во время выборов, но думаю, что сумма похожа, как и для партий. Кстати, чтобы подать заявку в кандидаты президента Украины, необходимо уплатить аж целых 70 тысяч долларов, что является одной из самых больших сумм в мире среди демократических стран по всему миру. Нужно понимать, что кандидаты в президенты имеют право брать деньги в долг или воспользоваться своими личными накоплениями. Так, например, президент Франции Эммануэль Макрон взял около 8 миллионов евро в банке под заставу, тогда как Дональду Трампу не пришлось брать деньги в долг, имея около 20% от необходимой суммы собственных накоплений. Но что более интересно, что Джо Байден сумел получить пожертвования на сумму более 500 миллионов долларов, при этом инвестируя всего 19 миллионов долларов в кампанию по привлечению этих же пожертвований. Дональд Трамп же сумел привлечь около 480 миллионов долларов, инвестируя всего 17 миллионов в кампанию, направленную на сбор пожертвований. Политика, как вы понимаете, это игра не для бедных, но в случае Эммануэля Макрона, Джо Байдена или Дональда Трампа, именно пожертвования денежных средств и вера обычных людей привели троих этих президентов к власти. И если вы все же переехали за границу, в страну, где демократия имеет место быть, в отличие от стран постсоветского пространства, получив право голосовать, обязательно воспользуйтесь им, проголосовав за того кандидата, который является, по вашему мнению, самым подходящим. Иначе ваш голос уйдет тому, кто наберет большинство. С вами был Данил Каретник. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайк и следите за обновлениями.